Недавно прошло совещание по вопросам миграционной политики, и там председательствовал Дмитрий Медведев, как заместитель главы Совета безопасности России. И, как сейчас иногда говорят, он выдал поток базы. В ходе мероприятия Медведев коснулся темы организованного набора зарубежных работников. Он отметил, что текущая ситуация, когда граждане Узбекистана, Кыргызстана или Таджикистана въезжают в Россию и самостоятельно ищут работу, создает проблемы для российской экономики. Нынешний подход приводит к избытку неквалифицированной рабочей силы, которая не соответствует реальным потребностям страны. Нам попросту не нужно такое количество мигрантов. Может быть, у нас курьеров мало, но в Белоруссии нет мигрантов, разве там нет доставки? Может быть, таксистов не хватает? В Калининградской области уже несколько лет запрещен труд мигрантов в такси, разве таксопарки встали? Все это чудовищные мифы, порожденные пропагандой. Обо всем этом и поговорим в нашем выпуске. Итак, практически одновременно с заседанием коллегии МВД, посвященным организации работы ведомства в миграционной сфере, провел совещание и зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Внезапно, но выступил он не с темой ядерного оружия или произвола западных политиков. Его возмутило поведение приезжих, а также пробелы в законодательстве. И он решил громкими заявлениями поставить их на место. Возможно, такая синхронность МВД и Медведева – совпадение. Если нет, то, возможно, следовало бы, объединив усилия, провести большой тематический форум с обязательным участием глав СК России и Государственной Думы. Серьезно, проблема давно уже вышла за рамки отдельных ведомств и требует максимально тесного взаимодействия. Неужели терпение Кремля подошло к концу? Проблема с засилием мигрантов не просто назрела, она перезрела. Предельная концентрация мигрантов и новых граждан ведет к дерусификации целых городов и сел. Есть целый указ президента, где говорится про противодействие формированию этнических анклавов. Однако до сих пор отсутствует четкое определение этого понятия. Ведь у нас, чуть что случись, ни у кого нет национальности, ни у преступников, ни у жителей определенного района, ни у новых россиян. Медведев дал резкую отповедь по поводу принятия в школы детей-мигрантов, которые не знают русского языка. Делать им там нечего, если родители не удосужились научить свое чадо хотя бы базовым навыкам великого и могучего. Фактически принятие в школу иностранца, который ничего не понимает по-русски, это нарушение базовых прав наших детей. В школе работают преподаватели русского языка, а не предмета русский язык как иностранный. Это вообще отдельная дисциплина, на которую учатся специалисты в педагогических вузах. А как им математику с физикой объяснять? Тут и рассуждать нечего. Наконец, правильные слова, сказанные Медведевым по поводу недопустимости завоза в Россию членов семей мигрантов. Это нужно твердо помнить всем. Более того, если кто-то находится на территории нашей страны, не работает и не учится, то такое лицо в конечном счете должно покинуть нашу страну, заявил заместитель главы Совбеза. Ранее о необходимости запретительных мер для членов семей мигрантов говорил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин. Если верить сведениям РИА Новости и официальному порталу Нижней палаты парламента, рассмотрение законопроекта, ограничивающего проживание в России жен, мужей, дочек, внучек, дедушек, бабушек трудового мигранта, назначено на ноябрь. Если примут, это станет важнейшей антимигрантской мерой за последние годы. Важно также, что Медведев анонсировал введение цифрового профиля мигранта, что позволит проверить специалиста в любой части России. Россияне устали от безобразного поведения некоторых мигрантов, и этому нужно положить конец, решительно заявил он. Может быть, кому-то показалось, что ничего примечательного в этих словах нет. Очередная констатация, да призыв. Это так, если не иметь в виду, что заявление Медведева, как правило, это позиция Кремля. Именно с такого ракурса следует рассматривать все тезисы зампредседателя Совбеза, какими бы знакомыми они ни казались. И важно отметить, совещание состоялось по поручению президента. Итак, основные тезисы Медведева следующие. Миграционная политика РФ должна отвечать интересам граждан России, а не каких-то иностранных государств. Нужно полностью исключить пребывание в РФ мигрантов, представляющих угрозу безопасности страны. Если кто-то находится на территории нашей страны, но не работает и не учится, то такое лицо должно покинуть Россию. Мигранты с низкой квалификацией должны приезжать в РФ только на период трудовой деятельности. Работодатели должны сами следить за этим.
Надо препятствовать образованию этнических анклавов в РФ, создающих благодатную почву для распространения экстремизма. Необходимо внедрить цифровой профиль мигранта, позволяющий идентифицировать иностранцев на всей территории страны. Несмотря на сложность и дороговизну, это пора уже сделать. Пора заканчивать с поступлением в российские школы детей-мигрантов, не знающих русский язык. Бастрыкин, кстати, об этом уже говорил. В той или иной интерпретации слова Медведева мы слышали, к примеру, от главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Возьмем любой из пунктов, навскидку. К примеру, о цифровом профиле мигранта. Бастрыкин также говорил, что необходимо создать цифровой профиль иностранного гражданина, содержащий сведения о таком лице, связанные единым уникальным идентификатором. Или вспомним его слова о малолетних мигрантах, что для них нужно законодательно установить требования к владению русским языком на уровне, необходимом для приема в образовательные учреждения. Но, кто бы что ни говорил, трудно с этим бороться. И если сегодня ребенок ценного специалиста законодательно освобожден от экзамена до 18 лет, снизьте эту планку до 6 лет, и пусть перед поступлением в школу сдает экзамен по разговорному русскому. Кто его научит, пусть это будет головной болью семьи мигранта. Что еще важно из сказанного Медведевым? Декларация абсолютного приоритета интересов граждан России над какими-то иностранными государствами. Это очень важный тезис. Это должно стать краеугольным принципом миграционной политики нашего государства. То, что происходило до последнего времени, давало основание считать, что ради иностранца здесь готовы на все, а коренные жители – изгои в собственной стране. Есть очень сложные для выполнения пункты, заявленные Дмитрием Анатольевичем. Как препятствовать, к примеру, образованию этнических анклавов? Или же, что касается депортации гостя, который не учится и не работает. Ведь это непременно поставит вопрос о приезжих пенсионного возраста, но главное – о многодетных мамашах, живущих исключительно на пособие, да еще и содержащих свои семьи. Они попадут под эту категорию? В общем, вопросов на сегодня больше, чем ответов. И ясно, здесь не решить всех проблем лишь силами МВД. Нужны совместные, согласованные действия. А теперь давайте обратимся к заседанию коллегии МВД, посвященному организации работы ведомства в миграционной сфере. В отчете Владимира Колокольцева прозвучало много цифр. Но вот какая часть выступления обратила на себя внимание. Глава ведомства открыто заявил о том, что непростая ситуация усугубляется ежемесячно растущим некомплектом личного состава органов внутренних дел, который в отдельных регионах уже достиг критической черты по ряду специальностей. Не стал Колокольцев и замалчивать факты участия сотрудников полиции в незаконной легализации иностранцев. В частности, он привел пример Тульской области, где сегодня под следствием находятся руководители разного уровня, организовавшие незаконное пребывание свыше 1500 выходцев из зарубежья. Считаю очень актуальным решение законодателей многократно увеличить срок уголовного наказания за это, заявил Колокольцев. На сегодняшний день есть ощущение, что все органы и ведомства стали наконец проявлять повышенную активность. Госдума расторопно принимает законы, направленные на оздоровление миграционной ситуации. МВД, невзирая на кадровый дефицит, стремится в основном честно выполнять свою работу. Следственный комитет в лице Александра Бастрыкина не дает почивать на лаврах никому. А зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев дает понять, что никто не намерен сворачивать эту борьбу. Но судить, конечно, нужно не по словам, а по делам. Кстати, есть счастливая страна, которой как-то удалось избежать наплыва мигрантов и всех сопутствующих проблем – это Белоруссия. Почему бы не обратиться за опытом к Лукашенко? Лишним точно не будет. Что думаете насчет всего этого, уважаемые зрители? Делитесь своими мыслями в комментариях и не забудьте подписаться на наш канал, если вы этого все еще не сделали. Всем добра, всем пока!